Привет, с вами Сая, и я хочу поздравить вас с тем, что зима практически закончилась. Осталось меньше недели до начала марта, и именно поэтому в последние зимние деньки я хочу вам рассказать о Snow Miku, о ее происхождении и о ее версиях. Надеюсь, что вам будет интересно. Вообще, Snow Miku является маскотом зимнего Хоккайдо. Каждый год на острове Хоккайдо в Саппоро проводится снежный фестиваль, который проходит в начале февраля. В этом году он длился с 1 февраля по 12. Фестиваль берет свое начало аж с 1950 года. Тогда на детский праздник старшеклассники сделали 6 снежных фигур, и на прохожих это произвело такое большое впечатление, что решили проводить подобный фестиваль со снежными и ледяными скульптурами каждый год. А после проведения зимних Олимпийских игр в 1972 году фестиваль обрел популярность во всем мире. И теперь ежегодно в конкурсе снежных фигур участвует более 25 команд из разных стран мира, и на фестивале можно увидеть более сотни снежных скульптур и более 2 миллионов посетителей. Это поистине масштабное и великолепное событие, на котором я бы очень хотела побывать. А в 2010 году на фестивале была установлена первая скульптура Snow Miku. Именно оттуда Snow Miku берет свое начало. И уже в 2012 году на сайте Пиапрос состоялся первый конкурс на дизайн Snow Miku, и эти конкурсы проходят до сих пор. Каждый год на сайте приблизительно весной открывается конкурс и задается тематика, в которой участники должны будут нарисовать новый дизайн для Snow Miku. И в этом конкурсе может поучаствовать любой человек из любой точки мира. Даже я участвую, хе-хе. А в 2014 году в конкурсе был выбран питомец для Snow Miku, это зайчик Юкины. А также каждый год по новому дизайну выходят фигурки ниндороида от Good Smile Company, а с недавнего времени начали выпускать еще и фигму от Max Factory. Помимо этого, до 2014 года в аэропорту в зимнее время стояли еще автоматы с гасипонами, то есть маленькими фигурками в вот таких вот яйцах. И там можно было получить Snow Miku. Но после 2014-го эти аппараты почему-то убрали. Теперь немного о самих дизайнах Мику на каждый год. В 2010 году дизайн Snow Miku практически не отличался от оригинального дизайна Хадсона Мику. Была только другая цветовая гамма, и на галстуке присутствовала маленькая белая снежинка. В 2011 году к обычному дизайну Snow Miku добавился еще теплый шарфик, наушники и варежки, и везде они были со снежинкой, конечно же. В 2012 году у Snow Miku появился первый конкурсный дизайн, который имеет название Fuwa Fuwa Coat, то есть мягкое пальто. Тематика конкурса, насколько я помню, была связана с кристаллами, именно поэтому у этой Мику на голове красуется миленький кристальчик с бантиком. На самой Мику юбочка другой расцветки, теплые чулочки с меховушкой, варежки и миленькая пальтишка. А автор этого дизайна Ханака. В 2013 году состоялся второй конкурс на дизайн Snow Miku, и, к сожалению, тематики этого конкурса я не помню. Эта Мику одета в белое традиционное свадебное кимоно, и название его Strawberry White Kimono, или же клубничное белое кимоно. Почему именно клубничное? Все потому, что на запахе у кимоно у этой Мику есть маленькая клубничка, а также внутри ее шапочки есть что-то типа семян клубники. Эта Мику, кстати, выиграла в конкурсе совсем с небольшим отрывом, но в итоге она всем понравилась. А автором дизайна является Медита. В 2014 году была тематика конкурса «Магия». И именно в этом году у Мику появился маленький кролик Юкины. Имя Юкины означает «снежный звук». И эта версия Мику прямо источает из себя магию. У нее есть книга заклинаний, большая ведьминская шляпа и плащ. Автором такой миленькой Мику является Дэра Фури, а Юкина Дека Суми. И версия такой Мику называется Magical Snow. И с 2014 года начали выпускаться тематические песни и видео со Snow Miku. Автором песни в 2014 году является Мичи М. В 2015 году тематикой конкурса стали цветы зимнего Хоккайдо. Автор победившего дизайна Таран сделал для Мику заколочки на хвостике в виде ландышей и юбку в виде них. Поначалу, на самом деле, мне не очень понравился этот дизайн, но позже я влюбилась в него. Эта Мику выглядит такой хрупкой и невинной, а название этого дизайна Snowbell. А костюмчик для Юкины был придуман Харуки, и зайка тоже с ландышем в лапках. Автором песни того года стал 40 NP, а в клипе Мику олицетворяет снежную волшебницу. И, кстати, именно с 2015 года начали выпускать фильмы со Snow Miku.
В 2016 году перед нами пристала Мику на лыжах и сноуборде, а все потому, что тематикой этого года стали зимние игры Хоккайдо. На Мику шапка в виде совы, а также теплая куртка и шарфик, ну и лыжные ботинки, конечно же. И именно из-за шапки эта версия Мику называется Snow Owl. Дизайн для Мику и Юкина был придуман одним человеком, Катацуо Тоги, ну а песня была написана Дорика. А последняя версия Мику на данный момент это версия 2017 года, которая имеет название Twinkle Snow. Тематикой конкурса были звезды, а вы, наверное, знаете, как я обожаю звезды. Эта Мику вновь напоминает волшебницу благодаря своей волшебной палочке, а если посмотреть на ее костюм, то можно с уверенностью сказать, что холода ей нипочем и она точно владеет магией. В костюме этой Мику везде присутствует созвездие на бантах, накидке или же ленточках, а также на шарфике кролика. Автором дизайна для этой снежной Мику стал человек под ником Нисына, а для кролика Юкины Эльфи. А песня написана Энбуна совместно с Orange Star. И помимо всего этого, со Snow Мику есть еще много чего интересного, все-таки она маскот целого острова. С 2012 года также проходит фестиваль Snow Мику, который длится по времени столько же, сколько и снежный фестиваль Саппоро, то есть они проходят примерно в одно время. На фестивале Snow Мику можно полюбоваться на снежные и ледяные скульптуры с ней, купить товары с символикой Мику и посмотреть на красивые работы художников.スノーミク2017スターナイトステージ。今年の雪ミクのテーマソングに合わせた音と光のショーを楽しんでいってくださいね。それではスタート。大人になるのさ。可愛していつの間にだって
зимний период по улицам Саппоро рассекает трамвай с символикой Сноу Мику. В этом году он в движении аж с 21 ноября по 26 марта, то есть целых 4 месяца. А еще с декабря 2014 года открылся магазин Snow Miku Sky Town, который находится в аэропорту Нью-Читосе. В этом магазине всегда можно найти уникальную продукцию со Snow Miku и зайчиком Юкины, от значков подушек до сладостей и полотенец. Также рядом с магазином есть кафе, и зимой там появляются блюда с Мику. Надеюсь, что теперь вы знаете намного больше о Snow Miku. И, как вы могли понять, Snow Miku это не просто отдельный дизайн Хацуне Мику, а маскот для фестиваля, магазина и даже целого острова. Спасибо за просмотр и проведите оставшиеся зимние дни со Snow Miku. Пока-пока!